Всем привет, меня зовут Галя, и в этом видео хочу показать вам, как сделать вот такое вот кашпо с полями. Такая форма кашпо сейчас очень популярна во флористике, и я попробовала сделать что-то подобное. И если кому интересно, давайте начнем работу. Итак, для кашпо нам понадобится картон. Я использовала картон из коробки из-под печений. Коробка была маленькая, и поэтому, соответственно, у меня и кашпо будет не такое уж и большое. Вот у меня уже заготовка. Кашпо будет квадратной формы, поэтому все стороны будут одинаковые. В данном случае у меня они по 15 сантиметров. Чтобы ровно вырезать квадрат внутри этого большого квадрата, от каждой стороны я отмеряла по 4 сантиметра. Здесь 4, здесь 4, здесь 4, здесь, соответственно, 4 сантиметра. И соединяла линии, и получился вот такой квадрат. И вырезала его. Для дна кашпо нам понадобится тоже такой вот квадратик. Длина сторон будет у него по 7 сантиметров, так, чтобы он у нас помещался вовнутрь вырезанного квадрата кашпо. И боковые стороны также должны быть по 7 сантиметров. То есть 4 таких кордоночки у нас будет. Вот. Будет дальнейшее будущее дно. Соответственно, длина будет тоже 7 сантиметров, а высота, как и здесь, у нас будет, чтобы ровно было, тоже 4 сантиметра. Вот. Что я буду делать? Я буду использовать обычный строительный малярный скотч. Можно обрезать так же, как и я, заготовочки вот здесь вот у меня на баночке, и с этой баночки заготовочки снимать. Так, сначала сделаем дно. Такой коробочек в итоге получается. Малярным скотчем также заклеила еще раз во всех местах стыки для большей фиксации, для надежности. Теперь нам нужно сверху вот таким образом точно так же прикрепить, закрепить . Ну так, дальше проходим по периметру, и здесь все хорошенечко закрепляем тем же малярным скотчем. Смотрите, так получается у меня. Скотчем все стыки заклеила я, и внутри тоже прошлась, и также скотчем залепила вот эти вот края. Такое вот кашпо, шляпка пока получается. Так как картон тонкий в моем случае, и поля вот этой как бы шляпы у меня сгибаются. Чтобы этого избежать, мне нужно уплотнить поля кашпо. Для этого я взяла медицинский бинт, отрезала такой длины его, свернула его вдвое, вот, чтобы он был размером 15 где-то сантиметров, то есть длина вот этой вот части кашпо. Ширина бинта позволяет так нам обернуть и внешнюю сторону, и тыльную сторону. Вот. Вырезаем таких заготовок из бинта 4 штуки. Разводите дальше гипс с холодной водой и
просто берете вот эти вот марлечки, промакиваете в гипсе и сейчас будем оборачивать. Можете использовать вместо обычного гипса с бинтом. Есть, продают в аптеках готовый уже гипсовый бинт. Просто его намачиваете в воде, размокаете и точно так же можете наносить. После того, как гипс просох, поля кашпо у нас затвердели. И далее, чтобы выровнять все неровности, я использовала вот такую вот шпаклевочку. Обычная такая шпаклевка для внутренних работ, уже готовая. Я буду покрывать этой шпаклевкой все кашпо. Для этого, если у кого есть шпателек, очень замечательно. У кого нету, советую использовать любую ненужную пластиковую карту. И эта карточка будет отлично выполнять функцию шпателя. Приступим. В таком же ритме тихонечко обрабатываем все кашпо. Стараемся наносить все тонким слоем, выравнивая боковые стенки. После того, как все кашпо зашпаклевали, вывели все края, все уголки, и шпаклевка после этого просохла, убираем все неровности грубой наждачной бумагой и после шлифуем мелкой. Далее я буду его окрашивать. Окрашивать я буду смесь клея ПВА, выступающую в роли грунтовки, грунтовочного материала, и обычный черный колер. Все это смешала я в отдельной баночке и этой краской буду окрашивать сейчас. И вот такое кашпо у меня получилось. Покрывала краской в 2 слоя. Первый слой у меня впитался, а второй уже лег легко и без просветов. И после того, как краска просохла, покрыла все кашпо акриловым лаком, только внутри не покрывала лаком, просто покрасила краской, так как в дальнейшем все равно сюда будем сажать какую-нибудь цветочную композицию. Вот. Ну а какую, вы узнаете в следующем видео. Если вам понравилась эта работа, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если кто еще не подписан. Вас ждет еще очень много интересных работ. Всем удачи! Пока-пока!